Привет, друзья! Как остановить растущую внешнеполитическую нестабильность и вернуть Германии уважение на мировой арене? Уже через 2 дня после своей присяги Фридрих Мерц делает решающий звонок Дональду Трампу, и этот шаг может стать поворотным моментом для всего западного мира. В этом видео вы узнаете, какие конкретные действия предпринимаются и что это значит лично для вас и жителей Германии и всей Европы. Как я сказал, всего лишь спустя 2 дня после своей официальной присяги на посту канцлера Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Этот звонок, как подчеркивают в правительственных кругах, стал первым серьезным внешнеполитическим шагом нового канцлера. В ходе беседы, которая длилась около 30 минут, американский лидер выразил готовность поддержать европейские усилия по установлению мира в Украине. В первую очередь речь шла о совместных дипломатических инициативах и координации подходов. Обе стороны подчеркнули обоюдное стремление избежать торговой войны и подтвердили свою заинтересованность в сохранении стабильных экономических отношений. Это стало важным сигналом снижения напряженности, которая в последнее время нарастала в сфере международной торговли. Также собеседники выразили готовность к более тесному сотрудничеству по украинскому вопросу, а в завершении разговора договорились о взаимных визитах. Трамп пригласил Мерца в Вашингтон, а канцлер, в свою очередь, пригласил президента США посетить Германию. По словам источников в правительстве, это было заметно позитивное, спокойное и важное телефонное общение, которое создало благоприятный тон для дальнейших двусторонних контактов. Я напомню, разговор состоялся вечером в четверг, именно тогда, когда прошло всего лишь 2 дня после того, как Фридрих Мерц был избран и приведен к присяге в Бундестаге. Со стороны Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поздравил Фридриха Мерца с вступлением в должность, что было воспринято как знак уважения и поддержки нового главы немецкого правительства. Особое внимание в разговоре было уделено именно Украине, причем этот вопрос занял большую часть диалога. Как позже сообщил официальный представитель правительства Штефан Корнелиус, лидеры согласовали тесное сотрудничество с целью скорейшего прекращения российского наступления. Канцлер Фридрих Мерц выразил полную солидарность с позицией президента Соединенных Штатов Америки о том, что убийства в Украине должны немедленно прекратиться. В этом контексте он подчеркнул необходимость того, чтобы Россия согласилась на режим прекращения огня, который откроет путь к серьезным переговорам. Дональд Трамп со своей стороны пообещал активно поддерживать усилия Германии, а также Франции, Великобритании, Польши и других европейских государств в стремлении достичь прочного и устойчивого мира. Таким образом, уже с самого начала своего канцлерского срока Фридрих Мерц демонстрирует ориентацию на международное сотрудничество и готовность к решению самых острых внешнеполитических вызовов. Второй темой обсуждения стал продолжающийся торговый конфликт между Соединенными Штатами Америки и Европейским Союзом. По информации с немецкой стороны, Дональд Трамп и Фридрих Мерц пришли к общему мнению. Споры между Соединенными Штатами Америки и Европейским Союзом необходимо урегулировать как можно скорее. Однако, несмотря на взаимное стремление к компромиссу, реального решения на сегодняшний день все еще не просматривается. Примечательно, что буквально за короткое время до самой встречи Еврокомиссия сделала заявление о готовности ввести дополнительные ответные пошлины на американский экспорт. Речь идет о товарах из Соединенных Штатов Америки, внимание, на сумму до 95 миллиардов евро. Эта мера станет актуальной в том случае, если переговоры с Вашингтоном зайдут в тупик и не приведут к договоренности. Это четкий сигнал со стороны Европейского Союза, который демонстрирует, что Брюссель готов к жесткому ответу в случае эскалации. Тем временем в июле истекает установленный Дональдом Трампом 90-дневный срок, в течение которого он ожидает от Европейского Союза конкретных предложений. Если к этому моменту соглашение достигнуто не будет, Трамп намерен ввести обширные новые специальные пошлины на ввоз товаров из Европейского Союза. Эти новые пошлины станут дополнением к уже существующим мерам, которые он ввел ранее. На фоне этих напряженных отношений Фридрих Мерц в последние дни резко отверг критику со стороны американской администрации по поводу того, что Федеральное ведомство по охране Конституции Германии классифицировало партию «Альтернатива для Германии» как гарантированно крайне правую.
При этом он подчеркнул, что считает необходимым стремиться к полной ликвидации всех пошлин между Соединенными Штатами Америки и Европейским Союзом. Цитата: «Я не хочу, чтобы мы вступили в открытую торговую войну с США», отметил Мерц, подчеркивая важность мирного и взаимовыгодного подхода. Кроме того, он выступил за значительное расширение взаимного признания технологических стандартов между двумя сторонами. Еще хочу сделать акцент на том, что интересным моментом стало то, как я вам сказал, что Фридрих Мерц пригласил Дональда Трампа в Германию. До этой встречи они практически не были знакомы, лишь однажды мельком пересекались в Нью-Йорке много лет назад. По данным, поступившим из окружения немецкого правительства, во время разговора Мерц напомнил Дональду Трампу о его немецких корнях. Он упомянул, что хорошо знает родной город предков президента Дональда Трампа, Кальштадт, расположенный в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Именно оттуда в конце 19 века бабушка и дедушка Дональда Трампа эмигрировали в Нью-Йорк. Трамп, в свою очередь, дал понять, что не исключает возможного визита в Германию. За время своего президентства он лишь однажды официально побывал в Германии на саммите G20 в 2017 году. Остальные визиты ограничивались краткими остановками на американской военной базе Рамштайн. В ответ Дональд Трамп пригласил Фридриха Мерца приехать в Вашингтон. Канцлер уже публично заявил, что с радостью посетит Соединенные Штаты Америки до начала саммита G7 и НАТО, которые, напомню, запланированы на июнь. Это означает, что визит должен состояться в ближайшие 6 недель. Саммит G7 назначен на середину июня и пройдет в Канаде, а саммит НАТО состоится, напомню, вскоре после этого в Гааге. А теперь давайте обсудим, сможет ли Мерц действительно изменить внешнеполитическую политику Германии или все останется на уровне символических жестов. Подпишитесь, чтобы не пропускать главные новости Германии, и спасибо, что досмотрели до конца.